Здравствуйте. Здравствуйте. Пыль. Пил. Пыль. Не мучи меня, пожалуйста. Король на троне, а я как это. Так, Что пьем? подожди секундочку. Хотя давай, ладно. За. Нас. Всем привет! Меня зовут Мария, и я преподаю русское произношение иностранцам. Сегодня мы с вами будем играть и проверять ваши уши. Проверять, как вы слышите трудные русские звуки. А играть вместе с нами будет мой муж, Тамаш. Он не носитель русского языка, он носитель венгерского языка. Поэтому сегодня мы проверяем не только ваши уши, но и его. Я буду называть только один из этих слогов. Тамаш, держи, тебе маркер зеленый. Ты выделяешь тот слог, который ты слышишь. Потом мы это обсуждаем. Вы, пожалуйста, пишите в комментариях, сколько пунктов вы угадали. Кстати, забыла сказать, у нас будет 2 раунда. Это раунд первый. Ну, поехали. Слог номер 1. Ц. Куда? Где она? Вот это. Ц. Ц. Ну, молодец. Ч, Ц. Ой, очевидная разница. Ну да. Хотя, на самом деле, звуки Ч и Ц – это очень часто проблема для иностранцев. Как ты произнесешь вот этот вот слог? Скажи мне. Ц. Ц. Молодец. Идеально. Замечательно. А у нас просто есть такие звуки. Да, Ц, да. Да. Все есть. Да, да. Тут вот интересный момент. Очень часто иностранцы какую ошибку делают. Вот этот слог Ц. «ц». Ага. Да. Понимаешь, да? Понятно. прикол? Да, понимаю. Так, ну все, вы тоже зафиксировали, да? Я сказала «ц», «ц». Не «че», а «ц». Следующее. «Лу». Вот. Совершенно верно. Я сказала «лу». Опять же, для Тамаши это было очень легко. Лу. Да. В венгерском языке гласных звуков даже больше, чем в русском. У них есть и О, и О, и О, и У, Ü. Ü, Ü. У. Вот, поэтому... И, Да, э. да, ну вообще. Поэтому венгерское ухо очень чувствительно, очень чутко к гласным звукам. Вот. Но, например, для носителей арабского языка вот эта разница между О, У – это сложная штука. Да, но в арабском они тоже очень чувствительны на гласные. Но именно О, У путают. Мгм. Знаешь, в чем трудность? В том, что русский О, он на самом деле действительно очень близок к У. Вот если посмотреть, как я произношу его, у меня губы очень узкие. Вот так. О. То есть я начинаю очень узко, и потом уже я открываю до О. Ну да, вроде оба задние и оба Абсолютно. Да. круглые. Да, О, У. да, но О неоднородный. Там где-то такое. Да. Класс. Зафиксировали. Поехали дальше. Дальше начинается уже интересно. Мгм. Шо. Это вот. А вы что выделили? Ну, ты молодец, да, потому что я буду тут уж... Да, я сказала шо. А можешь произнести эту пару? Это шо, а это щё. Ну да. Шо, щё. Долго вот это не понял, кстати. Да? Разница. Да, потому что у нас просто один ш в венгерском языке. Ш и ш. Да. Да? И меня даже так учили тут, что просто произноси это так же, как тот. А что тебе помогло понять разницу между этими звуками? Точнее, услышать ее? Ну, это ты меня объяснила однажды. И тогда понял и смог произнести. Вот. Как хорошо, что у тебя жена фонетист, да? Да. Повезло. Вообще. Да. Ну Ну и что вот, же, да, вот потом это еще ну далеко. расскажи. Но я между этими тоже. О, ну это специально для тебя я Мне приготовила. тоже так сказать, просто произноси и. И, везде и, да? Ну ладно, мы пока поедем дальше. 4-я пара. Ла. Ла. Вот.
Да, абсолютно верно. Ла-ла-ла. Ла-ля. Можешь повторить? Ла-ля. Ага. Ла. Еще раз скажи. Ла. О. А, вот эта буква Л, да? Ла. Вот. Ла. Ла-ла-ла. У носителей многих европейских языков твердый Л вызывает трудности. То есть часто люди думают, что ой, самый трудный звук это конечно. Ну, там, или щ. Но на самом деле, вот где реально скрывается трудность, это вот этот Л. Сейчас как раз вот этот интенсив у меня начался по шэдоингу, и там будет у меня отдельный урок про Л-ля. Вот. Сложно перестроить старые привычки, требует прям постоянных тренировок. Последняя пара, финальная пара первого раунда. Слушаем внимательно, что я скажу. И я скажу ми. А теперь я произнесу эту пару. Мы, ми. Сперва было вот это, Да. потом вот это. Да, ты абсолютно прав. А теперь можешь ты произнести? Мы, ми. Ага, ну вообще очень неплохо. А еще раз скажи мы. Мы. А можешь никого не целовать, пожалуйста? Я, конечно, понимаю, что я тут перед тобой сижу, сложно это. Мы. Мы. Окей. Мы. Ми. Ну Ми. ты специально. Нет, подожди, ну я думаю, что это сейчас вот второй. Ладно, вот. скажи му, Му. мы. Му, мы. Вот, это был мы. Супер. Надеюсь, у вас тоже получилось. Напишите обязательно в комментариях, сколько слогов вы угадали из 5, что было для вас самое трудное, и мы переходим ко второму раунду. Но перед тем, как мы перейдем ко второму раунду, я хочу вам рассказать, что мой аудиотренажер вышел в новом, очень классном интерактивном формате Telegram-бота. И Тамаш, собственно, реализовал технически эту мою идею. То есть можно зайти в Telegram-бот, выбрать, что вы хотите попрактиковать. Ну, например, вот такие вот слоги. Там есть прямо такая секция, где можно потренироваться, послушать очень похожие звуки и научиться слышать разницу между ними. Присоединиться к аудиотренажеру, получить доступ к аудиотренажеру можно через подписку на Патреоне. Это уровень бутерброд с икрой и выше. Если вы подписываетесь, вы получаете доступ к аудиотренажеру, и я вас приглашаю в закрытый чат, где можно отправлять мне свои записи и получать обратную связь от меня. Ну что за предложение? В первом раунде Тамаш выиграл 5-0. На этот раз на доске написала не слоги, а настоящие русские слова. В каждой паре слова очень похожи. Отличаются они максимум одним звуком. Ваша задача услышать, какое именно слово я произнесу. Пишите обязательно, что угадали, а что было трудно услышать. Готов? Да. Первая пара. Счет. Произнесу оба слова. Шот, счет. Ну, ты абсолютно прав. Да. Да, Вот да, это с водкой, ща. Да. а вот это За водку. после ресторана. После ресторана, да. Да. Я помню, первое видео на моем канале было про звук щ, про мягкий щ. И раньше, когда я начинала еще свой канал, я каждое свое видео начинала с юмористической сценки. И вот моя первая юмористическая сценка была именно про эту пару. Я играла девушку, которая хочет попросить счет в ресторане, хочет уже уйти. Я помню это. Да-да-да. Мы еще в Москве жили тогда. Да. Вот. И она просит как бы счет, но не может произнести мягкий щ и постоянно произносит шот. Шот. И ей постоянно приносят еще и еще шот. И она никак не может уйти из ресторана, потому что она уже очень пьяная. Ладно, ты молодец. Вторая пара.
Внимание, что я произнесу? Кот. Так, очевидный Т в конце. Мгм. А вот это слово как произносится? Код. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Я решила вас поймать, подколоть. Код. Ха! Код. Это на каком языке? Ну, на венгерском. Вот эта звездочка. Вот Да, это. ты прав. Да. Но также это и это слово. Потому Давай что играем. это слово абсолютно так же произносится. А, Да, в конце произносится как Т. кот. 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 Да кот. 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 Я пишу кот. У меня дома голодный кот. Прикольно, да? Да. Хорошая шутка у русского языка. Ну да. Ну да, мне тоже нравится. Так, следующая пара. И я скажу слово «вот». Ты абсолютно прав, Тамаш, да? Это «вот». В-в-в. Вот. Вот. А второе слово Бот. «бот». Угу. В-б. Ну, для тебя То, это что мы не создали. проблема. Да, бот — это то, что мы создали. Очень классный, правда. Вот зайдите, посмотрите. Бутерброд с икрой. Да. Значит, вот бот. Для Тамаши это, конечно, не проблема, эти звуки, да? В-б, потому что эта разница очевидна в венгерском языке тоже. Но, например, для носителей испанского языка в и б это, ну, проблемка такая. Да, следующая пара сложненькая. Готов? Да. Мгм. Быт. Быт. Быть. Молодец. Блин, круто ты слышишь вообще. Здорово. Слышите ли вы эту разницу? Напишите, пожалуйста. Вообще сложнейший момент. Звук «т» в конце слова — это вообще... А можешь произнести? Бит. Бит. Бить. Да. Белиссимо. Ну что же, мы близимся к финалу второго раунда и всей нашей игры. Последняя пара. На мой взгляд, самая сложная. Что вы слышите тут? Согласен. Пыль. Это будет. Вау! Обалдеть! Слушай, ты выиграл у меня. Ты собрал сколько? 1, 2, 3, 4,5 балла. 9,5 во всей игре, как бы. По вышкинской системе это просто... Но это не что? считается. Не это- считается. Ну, это это- считается. ну, Ты не- сказал, что это код. Код. Ну что? Ну, Нет. там написано А как код. это? Код. Ну, о, хорошо, Это молодец. удивительно. Круто. Это прям, правда, удивил меня. Я так рада, что ты узнал что-то новенькое сегодня. Читаю всю пару. Пыл, пыль, пыл, 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 пыль, пыль. Попробуешь? Нет. Ну, пожалуйста. Пыл. Пиала. Да, было. Щас. Пыль, Пил. пыль. Не мучи меня, пожалуйста. Ну, ладно. Пыль. Пила. Окей. Пила. Немножко странно чувствую себя. Немножечко как будто ты пил. Не отрицаю. Я считаю, что это победа. Спасибо за помощь в этом видео. Спасибо за возможность быть в твоем чудесном канале. Ой. Я после этого точно поем бутерброд с икрой. Ну что ж, друзья, пишите, пожалуйста, сколько слов и слогов угадали вы, какие слова, какие слоги были самые трудные для вас. И, пожалуйста, напишите, вам нравится такая рубрика, такой формат видео? Если нравится, то
я постараюсь делать больше таких видео. Sound Фомой. contrast practice. Ну и если хотите, буду приглашать Тамаша еще, конечно. Спасибо большое за внимание, спасибо за вашу поддержку, комментарии, лайки. Если вдруг вы поделитесь моим видео с тем, кто тоже интересуется русским языком, я буду очень рада, мне очень приятно. Спасибо вам, до встречи в следующем видео. Пока-пока. Спасибо за приглашение. Би. Ви. Ги.